Рада приветствовать вас на своем канале. Тема фруктов при жировом гепатозе печени, при желании похудеть, при каких-то других состояниях печени всегда вызывает много вопросов и остается очень актуальной. Действительно, в некоторых состояниях фрукты это не всегда про здоровье. Действительно, у людей, у которых есть проблемы с печенью, с обменом веществ, некоторые фрукты могут ухудшать их текущее состояние, вызывать вздутие, метеоризм, провоцировать скачки сахара и усиливать количество жира на органах, в частности поджелудочная железа и печень. Но демонизировать фрукты я, безусловно, тоже не буду, потому что они крайне полезны, и это факт. Здесь все-таки первостепенно ваша индивидуальная реакция и особенность конкретно вашего организма. Изначально смотрим по анализам и корректируем под себя. Если мы возьмем несколько человек, и первый из них будет есть даже 1-2 фрукта в день, ему абсолютно ничего с этого не будет, его анализы никак не изменятся, это критично не повлияет, то второму человеку даже 1 фрукт и даже в правильное время дня будет критичен в определенный промежуток времени, когда идет активное восстановление. Поэтому очень важно это учитывать. И в этом видео я хочу рассказать вам о 5 фруктах, которые точно стоит исключить до момента полного восстановления, то есть до той точки, когда вы полностью разберетесь со всей своей симптоматикой, то есть вы уберете жировой гепатоз, то есть вы максимально стабилизируете работу своего желудочно-кишечного тракта, вы снизите свой лишний вес, то есть вы тогда сможете позволить себе фрукты в определенное время дня. Я уже более подробно рассказывала, как мы едим фрукты, подсказку здесь прикреплю, можно потом будет это видео более подробно изучить, посмотреть. Но вот на вот этот промежуток до момента восстановления, улучшения, когда фрукты будут приносить только радость, удовольствие и пользу, нужно эти фрукты точно исключить. Итак, давайте перейдем, собственно, к фруктам. Фрукт номер 1 – это виноград. Да, натуральный, да, вкусный, но именно виноград просто рекордсмен по содержанию фруктозы. И даже небольшая порция может вызывать резкий скачок сахара и, соответственно, перегружать печень, потому что фруктоза перерабатывается у нас только в печени. Особенно опасны это виноградные соки концентрированные, перекусы, то есть кто-то заменяет конфеты виноградом, это тоже не вариант нормы. Потому что как только вы перебарщиваете с фруктозой, она сразу же отправляется в жир, и это как раз касается внутренних органов. То есть нам нужно жировой гепатоз убрать, и виноградом мы этого не сделаем. Чем же мы можем заменить виноград? Потому что просто убрать это не тот вариант, нужно чем-то заменять. Можем заменить различными ягодами, в приоритете, конечно, кустовые. То есть в ягодах большое количество антиоксидантов, которые наоборот будет работать на поддержку вашей печени. Фрукт номер 2 – это бананы, особенно такие переспелые, немножко черноватые. Очень часто бананы не вписываются в общую тарелку. Как собрать тарелку, я уже рассказывала более подробно. Тоже прикреплю здесь подсказку, можете посмотреть. А используются в рамках такого здорового, в кавычках, перекуса. И поэтому у нас происходит скачок сахара, скачок инсулина, потому что банан в своей основе имеет очень высокий гликемический индекс. Это тоже нужно учитывать. Также у многих употребление такого переспелого банана вызывает вздутие, метеоризм, то есть у кого-то даже туман в голове. Банан можно легко заменить на несладкие яблоки зеленые, например, или на авокадо. Фрукт номер 3 – это сухофрукты, это финики, это изюм. Сухофрукты – это концентрированный сахар, то есть примерно 100 грамм фиников – это примерно 16 чайных ложек сахара, представляете? Я очень часто в своей работе сталкиваюсь с таким мнением, что ну это же натурально, значит это можно есть, когда хочется, сколько хочется. Но на самом деле это просто огромнейший, мощнейший удар по печени. Также часто я вижу, что финиками заменяются и перекусы где-то в офисе. И еще такое главное заблуждение, что ну немножко в кашу-то можно. Но немножко в кашу это вот такая горсть получается и каждый день. Представляете, какой-то объем фруктозы на печень просто каждый день под такой эгидой, что это натурально, что это полезно. Чем же мы можем заменить сухофрукты? Лучше всего, если вы замените их на цельные ягоды. Фрукт номер 4 – это арбуз. Сейчас как раз они появляются на полках магазина, сейчас скоро будет сезон. И если сказать грубо, то арбуз – это сахар и вода. И многие едят арбуз прям огромными порциями, в жару могут съесть даже по пол арбуза. Употребление арбуза вызывает резкий подъем инсулина и глюкозы, потому что в нем очень мало клетчатки, но очень
очень много фруктозы. Поэтому эта фруктоза ничем не подстрахована и дает сразу такой всплеск. И, безусловно, это лишняя нагрузка, если у вас уже есть инсулинорезистентность, жировой гепатоз, диффузные изменения поджелудочной железы. Если хочется чего-то свежего в такую жару, то арбуз можно заменить на воду с лимоном, на воду с мятой, можно воду с брусничкой туда добавить. Можно воду с огурцом, очень хорошо утоляет жажду и освежает. В своем телеграм-канале я поделилась такой шпаргалкой, где просто по 2 столбикам разложила фрукты, которые мы можем есть, да, то есть расписала, что в них полезного, почему мы их должны есть для печени. И второй столбик, что мы точно убираем, что мы исключаем, и тоже рассказала почему. И внизу обозначила несколько таких основных пунктов, как мы употребляем фрукты, если у нас есть вышеперечисленные состояния. Поэтому ссылку оставлю в описании под этим видео, переходите и применяйте. Фрукт номер 5, даже здесь не один фрукт, это экзотические фрукты и дыня. Манго, ананас, дыня очень часто способствуют такому брожению, то есть усиливают газообразование, метеоризм, раздувают буквально живот из-за высокого содержания сахара. Если ваша печень перегружена, то есть она и так не справляется с процессами своей жизнедеятельности, то это будет только провоцировать ее воспаление. Лучше замените эти фрукты грейпфруктом, к примеру, если у вас нет противопоказаний к его приему, либо киви. Хочу передать вам такой основной посыл. Главное, это не просто убрать вот эти 5 фруктов, это сильно не решит никакой проблемы. Да, это улучшит ваше состояние, да, это понизит какие-то показатели лабораторно, но это не изменит всей картины, это не найдет первопричину и не решит ее. Потому что здесь нужно действовать системно, я всегда про это говорю. У вас должны быть основные шаги, друг за другом постепенно переходя и улучшая ваше состояние. Через режим, через базу в питании, через ваш образ жизни. Не нужно категорически убирать все фрукты, сидеть на жестких диетах, на ограничениях, а потом на что-то срываться. Выстроите для себя конкретную такую структуру. Если вы запутались и вы уже не знаете, что вам есть, что не есть, и вы понимаете ценность того, что питание, все должно быть подобрано конкретно для вас, если вы не хотите терять время на какие-то эксперименты над собой, то буду рада видеть вас на своей консультации, где мы разбираем и анализы, и образ жизни, и питание, все конкретно под вас корректируем. Я даю просто пошаговый план, как прийти к состоянию, к которому бы вам хотелось, как убрать все симптомы, которые вас беспокоят. Ссылка на запись тоже будет в описании. Благодарю вас за просмотр этого видео. До встречи в следующих и будьте здоровы!